первое путешествие на яхте. Как это? Страшно, волнительно, прекрасно, незабываемо. Именно отсюда, из марины города Мармариса, началось мое первое морское путешествие по заливу Фетхе. Сейчас я вам все о нем расскажу. Фетхе. Здесь Эгейское море встречается со Средиземным, а бирюзовые прозрачные волны с лесистыми горами. Здесь голубая лагуна Люденис, входящая в список лучших пляжей турецкого побережья, ликийские гробницы и древний город Эльмесос, входящий в топ достопримечательностей Турции. Фетхе. Здесь уютные улочки старого города с их неповторимым колоритом, торговцами и ремесленниками. Рыбный рынок Фетхе – мекка для гастротуристов со всего мира, а гора Абабадак – для любителей экстремального туризма и параглайдинга. Здесь можно окунуться в яркую ночную жизнь клубов Фетхе или погрузиться в полное спокойствие и созерцание, побыть наедине с первозданной природой и самим собой. Отдых в Турции. Для меня всегда это были горящие туры, трансферы, гиды, толпы туристов, групповые экскурсии, переполненные пляжи, суета, маята и даже усталость. В этот раз все будет по-другому, решила я. Я хочу увидеть другую Турцию с кардинально другого ракурса, с моря. Я отправляюсь в 7-дневный круиз на яхте по заливу Фетхе. Меня ждут спрятанные от человеческих глаз бухты, места, в которые можно попасть только с моря. Секретные локации, стоянки на якоре, купания на уединенных пляжах, приморские ресторанчики с аутентичной турецкой кухней, но главное – полное погружение в природу, культуру и атмосферу Турции, полная приватность, полная свобода. Координаты и названия всех прекрасных бухт, ресторанчиков и самых интересных мест оставлю в описании, чтобы вы ничего не пропустили. А чтобы точно быть в курсе всего самого интересного, подписывайтесь. Свое самостоятельное путешествие по Турции я начала с общественного транспорта. Комфортный автобус от аэропорта Даламан до Мармариса довез меня за 1,5 часа и примерно 5 евро. Если вы едете компанией, можно взять трансфер или такси. Это около 75 евро. Чтобы устроить себе морское путешествие по Турции, надо арендовать яхту с капитаном в чартерной компании. Обойдется все это счастье примерно 500 евро на человека. По счастливой случайности капитан у меня уже есть. Уточняем маршрут, морские погодные условия в Турции, берем разрешение на выход к марине Мармариса и отправляемся в путь. Для меня это первое путешествие на яхте. Отдай швартов. Конечно, несколько волнительно. Захватывает дух от ветра, волн, красоты вокруг. И вот чего я совсем не ожидала. Незабываемый момент. Ощущение, которое навсегда останется со мной. Капитан командует поставить паруса, ветер ударяет в парус. Капитан ставит яхту на курс и дает команду выключить двигатель. Тишина, плеск волн, полное ощущение полета над волнами. Только вы, бесконечное море и абсолютная свобода. Восторг и счастье переполняют. И вот вдали уже виднеется место моей первой в жизни морской стоянки, а за спиной остров Чифлик. Это частный остров, и попасть на него нельзя. Зато можно прогуляться по берегам одноименной бухты. Хайкинг южной части доступен путешественникам любого возраста и физической подготовки. Отсюда открывается потрясающий панорамный вид. Еще здесь можно увидеть водопад, руины древнего города и церкви, обняться на удачу с 2000-летним платаном в живописной горной деревушке. Песчаные пляжи и кристально чистая вода позволяют не только искупаться, но и понырять с маской. Предметы на дне видно на глубине 10 метров. Рыбу можно ловить прямо с понтона. Местные утверждают, что даже на хлебный мякиш можно поймать небольшую кефаль, которую турки называют леврек. А кому больше повезет, выловит барракуду или махи-махи. Пришли в самую знаменитую бухту, самую красивую, Чифлик, в окрестностях Мармариса, в 12 милях всего лишь от Мармариса. И вы сразу перемещаетесь в дикое пространство Эгейского моря. Чистые воды, вкусная рыба и вкусная кухня вот от этих товарищей. Выбор рыбки впечатляет, и она действительно очень вкусная. Нашего капитана встречают как родного. И тут и без того широкое турецкое гостеприимство, кажется, умножается на 100. Прекрасный ужин
и прекрасный вид на бухту Чифлик. Отели Турции славятся своей комфортабельностью. И здесь, в Чифлике, есть несколько. Но сегодня я решила провести ночь необычно и спать прямо на палубе яхты. Мне поют колыбельную миллионы звезд, а утром меня будет нежный поцелуй южного ветра. Незабываемо. С чего должно начинаться правильное морское утро? Морская рыбалка. Прямо на ходу. Прямо с яхты. Шанс хоть какой-нибудь на тунца или махи-маки присутствует, хоть и минимально. Что у нас будет в меню? Песня! И, конечно, самый главный ингредиент прекрасного морского путешествия, вне зависимости от улова, сложности маршрута и погодных условий, это хорошее настроение и умение радоваться простым вещам. Когда вам посчастливится ходить на яхте, восхищайтесь не скоростью, восхищайтесь природой. Вот этим прекрасным синим морем. Природой? Ему даже имя дали. Греческий синий. Это же офигенчик. Ну просто офигенчик. Цвет вод залива Фетхе действительно фантастический. И пока мы по нему идем, расскажу о городе, который дал имя заливу. Фетхе – жемчужина турецкой ривьеры, город с богатой историей. Уже в V веке до нашей эры он был известен античному миру как Тельмесус, названный в честь сына Аполлона, важнейший город древнеликийской цивилизации. Золото, серебро, медь, драгоценности и могущественные прорицатели – вот что привлекало в Тельмесус путешественников со всего света. Говорят, что даже такие селебритис, как Александр Македонский, не могли устоять перед магическим очарованием оракулов и частенько приезжали к ним сюда за советом. Тельмесус с древнегреческого «город света». И действительно, в Фетхе около 285 солнечных дней в году. Курортный сезон здесь начинается в конце марта и продолжается до конца ноября. Погода в Турции всегда радует туристов. В среднем это плюс 30, плюс 35 градусов летом. А в Фетхе, благодаря морскому бризу, жара переносится легко. На закате мы заходим в неземной красоты бухту, где нас ждет, конечно же, свежая рыба и потрясающий вид. Мы нашли владельца, который нас знает, любит и помнит. В итоге мы на вот таком балкончике. Завтра утром мы вам покажем, как выглядит этот балкончик с видом на прекрасную бухту. Мы находимся в бухте Фетхе. Называется Капи-Крик. На картах обозначен именно так, либо Кебюн-Крю. Здесь же одноименный ресторанчик, который называется Кебюн Ресторан. Сюда попасть на машине невозможно. Только морским путем. Сюда можно либо приехать на яхте, либо созвонившись, договорившись с владельцем ресторана, вас заберут с берега. Здесь все бухты и ресторанчики в этих бухтах славятся вкуснейшей бараниной. Это баранина, которую запекают в печи. И это действительно очень вкусно. Здесь нет особых достопримечательностей. Здесь красивейшие небольшие горочки, на которые можно взобраться буквально за 20-30 минут, и откуда откроется совершенно потрясающий панорамный вид. Вот с точки зрения таких вот красот, это место уникально и интересно. Но есть еще кое-что, что я никогда не видела. Пойдемте, что покажу. Стандартная история для таких бухт, в которой мы стоим, это плавучий магазин, который сам к тебе привозит продукты, и можно купить даже в тех местах, где нет абсолютно дороги в город и нет никаких магазинов. Сам себе натуральный магазин. Все, что можно найти в обычном, проще говоря, сельпо. Согласитесь, не с каждого сельпо можно наблюдать такой чудесный вид. Запаслись провиантом и отправляемся в дикую бухту, где нет ни причалов, ни понтонов, только вы и Средиземное море.
Но тема водной торговли не закончена. Сейчас самое интересное будет, потому что даже я не видел такого сервиса. Это кофейная станция на воде. Вот эти вот ребята, это и есть кофе на воде, доставка. Ребятки, это первый раз. Мне самому интересно, что мы сейчас попробуем. Впервые, наверное, на яхте у меня кофе приготовлен не внутри, а мне его доставили впервые. Я получаю кофе извне. Сейчас попробуем. Запах прекрасный. Ух ты. Здорово. Самое интересное. Давайте поиграем немножко в морскую историю. Вот на этом буклете есть зашифрованное слово. Зашифровано с помощью морских флагов. У каждого флага есть свое обозначение, буквенное. Найдя название этих флагов, вы сможете составить слово. И тот, кто сделает это быстрее и правильнее, тот наверняка попадет с нами в морское путешествие на яхте. Я очень надеюсь, что вы заставите себя. Сделайте маленькое хотя бы усилие, и вам будет интересно. Если вам это понравится, я вас уверяю, что на воде и на яхте вам тоже будет интересно. А пока мы наслаждаемся холодным бодрящим напитком, кто-то уже готовится к старту регаты. Эта акватория очень интересна тем, что здесь очень часто проводятся регаты. Почему? Потому что ветер здесь, как правило, есть всегда изрезанная береговая линия, поэтому часто дуют интересные локальные ветра. Парусная регата – это очень красиво и азартно. Но нас ждет бухта Буйнус-Буку. Тут невероятная тишина, аромат хвои, трав и соленой воды. Затерянный рай, в котором мы бросаем якорь. Меньше хода! Малым! Малым! Мы встали на якорь. Эта швартовка называется швартовка по-средиземноморски, когда мы бросаем якорь где-то в бухте и растягиваемся на швартовок к берегу. И ты один, прекрасная чистая вода, тебе никто не мешает, ты можешь сам что угодно делать и купаться столько, сколько хочешь в идеально чистой воде. Это божественно, нереально, обалденно! Здравствуйте, детишки! Что вы делаете в наших водах Средиземного моря? А вот и дары моря с доставкой. Плавучая рыбная лавка тут как тут. Говорят, нам очень повезло. У вас какой-то шанс, если в Турции на море вы найдете человека, кто продает рыбу и говорит на русском языке. Сервис от турецких рыбачков просто прелесть. Улыбка, отличное настроение. Но самое главное, конечно, это свежайшая рыба, которую вам тут же разделают. Я, конечно, не могла упустить шанс выведать фирменный рыбацкий рецепт. Сначала полежите картошку, потом лук, потом на лук и картошка рыба, потом соль, чуть-чуть черный перец, красный перец и все, 25 минут. При какой температуре? Ну, 180-200. Когда ты на воде и тебе не хочется идти на берег и там заходить в ресторанчик, ты можешь устроить себе ресторан на собственной яхте на воде и получить массу удовольствия. Вот этот человек сегодня у нас практически тот самый гид морской, которого мы давно ждали. Он не только гид, он нам привез еще морского гада, и у нас полное удовольствие. Самое время выведать секретный капитанский рецепт приготовления свежей рыбы. Соль, перец и все, больше ничего не нужно. Вкус моря, самый настоящий вкус моря. Его не нужно ничем приправлять, но можно сделать, например, соус. Я сейчас вам расскажу средиземноморский соус, который используют больше, наверное, итальянцы, хорваты. Что это такое? Берете оливковое масло, можно даже подсолнечное. Берете головку чеснока, давите ее, мелко шинкуете, забрасываете, ну, например, вот в такой объем и заливаете половиной плода лимона, лимонный сок. Пускай постоит до утра. Утром пропадет горечь от чеснока, останется только аромат. И вот этим вот соусом можете замариновать рыбу или просто ее смазать перед тем, как будете готовить. А потом, когда будете подавать, можете полить еще немножко оливковым маслом. Это будет белиссимо! Вечер обещает нам гастрономические радости, но для начала мы меняем локацию. У нас
нас сегодня вечерняя стоянка будет в городе Гёцек, по-турецки, или Гёчек, как привыкли мы, славянины, называть этот город. Прекрасное местечко, уютное, очень европейское, где стоит побывать. Там интересно, вкусно, иногда попадаются эксклюзивные товары, а иногда бывает так, что ты попадешь на великолепный какой-то ужин с мясной или рыбный ресторан. Это очень рекомендую, и мы сегодня попробуем насладиться этим маленьким городком. И вот там этот город находится. Гёчек – старинный турецкий порт. В эту тихую бухту, окруженную горами и защищенную от ветра, приходили еще древние греки. Это один из самых престижных яхтенных центров как Турции, так и Средиземноморья. Здесь находятся сразу 6 яхтенных марин. Эту маленькую идиллическую жемчужину, расположенную между Фетхией и Даламаном, часто называют турецким Сент-Тропе. Здесь особая атмосфера умиротворения. Ее усиливают и невысокие дома. Дело в том, что в Гёчеке запрещено строительство зданий выше 2 этажей. Здесь всего 2 улицы. Первая линия – это набережная с множеством яхтенных марин, где стоят яхты. И вторая линия – это та прогулочная, променадная, где можно покушать, что-то купить, ну или насладиться просто прогулкой с красивой девушкой. В этом морском путешествии, что есть еще земная такая, наземная часть. Суша! Где можно надеяться вот это вот все? Пробежаться по магазинчикам. Шопинг в Турции имеет большое количество поклонников. Я не прям уж такой большой фанат, но некоторые магазинчики просто нельзя пропустить. Я не очень люблю ковры, и старая советская традиция давно ушла в прошлое. Но давайте пробежимся все-таки, как выглядят нам привычные те еще рюшечки и разные вот узорчики от бабушек, помните? А здесь их производят до сих пор и до сих пор вручную. Среди этой восточной красоты просто не могу не поинтересоваться. А у вас есть ковер-самолет? Да, нужно только немного водки. Далее магазинчик турецких сладостей. Традиционные пахлава и рахат-лукум. Но мы ищем кое-что особенное. Я ищу Turkish Delight из помидор и огурцов. У вас есть рахат-лукум из помидоров и лука? Нет, у меня такого нет. Это же не пицца. Окей, так и это не соус к спагетти. Это варенье из томатов. Самая сумасшедшая штука, которая у меня есть, это варенье из оливок. Его варят с сахаром, и получается варенье. Такой сувенир из Турции тянет на топ самых оригинальных. Как считаете? Паруса, яхты, якоря, магазин одежды с яхтенными принтами, конечно, тоже нельзя пропустить. Вот такую маечку я себе прибарахлил. Одно лицо, кстати. Трубку только не хватает. Нет? Предлагаю проголосовать, особенно женскую часть населения, хотя мальчишки тоже подключайтесь. Мне кажется, я прям полностью уверена, что вот этот парень, не дотягивает до вот этого парня. Не проходите мимо, самые свежайшие овощи и фрукты на этом побережье. Турция – сельскохозяйственная страна. И, конечно же, восточные базары и рынки, которые вот набиты вот такими ароматными, сочными фруктами, овощами. Это место, мимо которого я не могу пройти. Похоже на зеленый помидор, но на самом деле это такой... О, большой лайм. Сейчас же хочется ром и сделать мохито, например. Чем и займемся сейчас. Мы возвращаемся на яхту за долгожданным гастрономическим удовольствием. Сегодня капитанский ужин. Это свежевыловленная рыба. Прекрасный, по всей видимости, группер. Ну, он похож, по крайней мере, на него, как нам заявили рыбаки. Вкусно будет абсолютно точно, вне зависимости от того, что это за рыба. Вкусно – это очень скромно сказано. Этот ужин на яхте в уютной марине пришелся бы по вкусу самому взыскательному гурману. А там, где добрый ужин, там и добрые знакомства с яхтенными соседями, рассказы о путешествиях, традициях, песни на разных языках. Добрый яхтенный вечер.
Было очень приятно познакомиться. Да, нам тоже. Спасибо за вчерашний вечер. И вам спасибо, ребята. И этим славится тоже яхтинг, когда встречаешь замечательных людей, совершенно неожиданно и в неожиданных местах. Это приятно всегда. Новые друзья. Это здорово. Гетчик оставил самые добрые впечатления. Кстати, отсюда рукой подать до Фетхи. Всего 30 километров. В 40 километрах заброшенная греческая деревня Каякой. Это поселение было основано примерно в 7 веке нашей эры и заброшено после Первой мировой войны. Алю-Денис – популярный лазурный курорт у подножья горы Бабадаг. Его жемчужиной является Голубая лагуна – национальный заповедник с потрясающим пляжем и морской водой с оттенками бирюзы и аквамарина. Многие считают, что это одно из лучших мест в мире для полетов на параплане. Недалеко райский уголок Долина Бабочек. Ученые утверждают, что в этом сказочном месте обитают более 100 видов бабочек. Правда, большинство из них можно увидеть только ночью. Гимелер, или остров Святого Николая. Здесь расположены руины 5 византийских церквей, построенных между IV и VI веками нашей эры. Предполагается, что именно на этом острове был похоронен Святой Николай, и только в VII столетии его мощи были перенесены в Миру. Античный город Ксантос в 87 километрах от Гетчика. Он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и был одним из крупнейших городов Древней Ликии и ее столицей. Ну а мы проводим утренние водные и яхтенные процедуры и отправляемся наслаждаться морем и ветром. Это самое лучшее место на Земле. Это же красота, природа и паруса. Все будет. Забис. Мы совершили поворот Эверштайн. И самое прекрасное, что мы видели, как у нас пар пришел с одного порта на другой, и как красиво встал. Как настроение? А настроение офигенно. Почему? Посмотрите за моей спиной, какая прекрасная бухта. Мы нашли эту бухту. И невозможно не насладиться, да, красотами. Там практически необитаемый остров. Мало того, я вам скажу честно, туда на машине не добраться и никаким другим транспортным средством, кроме как на яхте, кроме как по воде, по морю туда дойти. Это самые уникальные места, которые мы можем вам показать и рассказать. Бухта Сарсова. Спрятанное в зеленых горах сокровище. Излюбленное место взыскательных яхтсменов, которые любят подолгу оставаться здесь на якоре, наслаждаясь первозданной красотой и умиротворяющей атмосферой. Холмы, густо покрытые соснами, спасают от зноя, дарят прохладу и потрясающий хвойный аромат, смешанный с морским воздухом. Песчаный пляж и чистейшая вода порадуют любителей отдохнуть на берегу. Местный ресторанчик, который работает аж с 1993 года, славится своей бараниной и морепродуктами, которые вылавливают для вас прямо здесь, не отходя от пирса. Мы подходим к деревянному понтону бухты Сарсела. Нашего капитана узнают и зовут по имени. Сотрудники ресторана с удовольствием помогают швартовать яхту. Здравствуйте, мы снова вернулись к вам. Это владелец ресторана Sarsala Bay, это Сетгин. Thank you very much. Береговая, морская история про Эгейское море, она немножко отличается от того, к чему вы привыкли в Анталии, в Алании. Здесь комфортно, семейно и очень вкусно. Здесь все хорошо. И природа, и животные, и кухня, и владелец. Все замечательно. И действительно, вечер получился необычайно семейным. С национальными танцами, общением со старыми и знакомством с новыми друзьями, песнями. Широким международным застольем и теплыми воспоминаниями о бухте Сарсела.
утренний прогноз щекотит нервы. Мы отходим от дружелюбной бухты Сарсела, и я чувствую себя взволнованно. Сегодня нас ждет, как его называют моряки, свежий ветер. Это не шторм, нет. Но волна будет точно больше, чем я видела до этого. И идти мы будем против ветра. Пора начинать бояться. Бояться никогда не надо. Лучше делом заняться, поработать, например, кофе сварить. Ну вот, кажется, началось. Оставить такси. Чудесная погода, чтобы выпить чашечку кофе. Не находите? Это непросто. Качается. Сегодня переводили фразу «не ссать», и самое лучшее, что мы придумали, моя любимая, кстати, придумали «don't worry, be happy». Есть лучшие варианты? Давайте накидаем. А нашему капитану этот свежий ветер, кажется, только добавляет хорошего настроения. Мокро, шумно, ветрено и пыльво. Неправильно у вас горизонт, заваленный. 9 часов перехода прошли быстро, ярко и захватывающе, как поездка на американских горках. Здесь, правда, есть плюс. Видишь, кто всем этим управляет. Мне кажется, я подружилась со свежим ветром. Мы идем в красивое место. Это между Петия и Мармарисом. Называется Экинчик. Прекраснейшие виды. Рядом есть место, которое называют Турецкая Венеция. Это местечко Дальян. И есть там древний город Каунас, или Каван, второе его название. Вот из Экинчика можно взять рыбацкую лодку, переделанную под туристически прокатную. И веселой дружной компанией отправиться туда на экскурсию в Турецкую Венецию. Это будет красиво, интересно и увлекательно. Но самое главное, получите массу впечатлений от города, куда невозможно зайти на яхту. В бухте Экинчик нас ждет ресторан, который посещали даже голливудские знаменитости. Дастин Хоффман – это мой хороший друг. Когда-то он мне позвонил и говорит: Сергей, есть такое место замечательное в Турции, называется Экинчик. Обязательно туда возьми яхту и приезжай. Вот, поэтому я оказался здесь. Ресторанчик уютно оформлен аутентичными предметами морского быта, наверняка привезенными из морских путешествий. Слушайте, а это прям настоящие, вот прям старые-старые, это не современные, это не синтетика, это вот так плели раньше концы для парусников больших. Я себе придумал, что у меня будет именно такая история, и мой погребок винный будет выглядеть именно так. Это вот прям аутентичная история. Раньше в таких высушенных тыквах хранили воду, напитки, все остальное. Идите сюда, смотрите. Здесь набор разных абсолютно емкостей, созданных из настоящих. Если где-нибудь, когда-нибудь вам попадется на любом берегу, на любом водоеме какая-нибудь вот утонувшая или плавающая там вещь, подберите обязательно. Во-первых, вы спасете много дельфинов и черепах, а во-вторых, у вас будет вот такие вот вещи для того, чтобы украсить свой личный винный погребок. Это будет красиво. Красивое место, красивый ужин, красивые воспоминания. Друзья, доброго утра всем! Сегодня мы вам покажем потрясающее, удивительное место. Там деревушка Экинчик. Очень красиво. Здесь такие штуки классные есть. Можно снимать исторические фильмы безо всяких декораций. И ничего не нужно придумывать. Аромат хвои, цветов, розмарина, шалфея с нотками соленой воды расслабляет вас, пробуждает воображение.
вы будто переноситесь в какой-то приморский древний городок с его неторопливым укладом. Затерянный островок, вне суеты, вне забот, вне времени. Я здесь был много раз, и когда меня спрашивают, а что здесь интересное есть, что можно посмотреть, я говорю, ну, посмотрите, красота вокруг. Никаких достопримечательностей нет. Красивый ресторан, который вы видели. Прекрасная набережная, пирс, все стилизовано под старые развалины какого-то там замка. И это, казалось бы, все. Но нет. Есть одно уникальное сооружение здесь, в этом месте. Пойдемте. Здесь ездила такая специальная кабинка, которая поднимала красивых дам на каблуках и джентльменов от понтона прямо в ресторан. Собственно, то место, куда и причаливала кабинка с пассажирами. Такой колокольчик. Динь-динь. Наш фуникулер отправляется от понтона до ресторана. Но не только изысканные леди и джентльмены выбирают красоту, спокойствие, нетронутую природу и уединение бухты Якинчик. Ежегодно с мая по сентябрь сюда приплывают находящиеся под угрозой исчезновения головастые черепахи карета-карета. Эти нежные существа доверяют водам и пескам местного пляжа свое потомство. Черепашки делают свои первые шаги в этом мире, а я делаю свои в мире яхтинга и морских путешествий. И что я делаю? Невероятно здорово. Всегда мечтала оказаться за штурвалом. И вот я здесь. Ребята, ощущения невероятные, непередаваемые совершенно. Это обязательно надо попробовать. Мы возвращаемся в Мармарис, а я забираю с собой яркую галерею воспоминаний, по которой можно будет побродить в любое время дня и ночи и получить заряд позитивной энергии и красоты. Сидя на носу яхты, где только ты, море, небо и полет мысли над волнами, вдруг понимаешь, ты не сможешь быть прежним. Внимание! Путешествие на яхте может навсегда изменить вас, познакомить с самим собой, открыть черты, о которых вы даже не догадывались, научить проще относиться ко всему, видеть истинные ценности и надуманность многих проблем, радоваться простым вещам и чувствовать себя живой, деятельной частицей этого прекрасного мира. Можно неожиданно, легко и совершенно случайно вдруг стать счастливым,